Информационное давление на израильское руководство выходит на новый уровень на фоне резко обостряющейся региональной конфигурации. Иранская хакерская группа Хандала заявила о взломе телефона главы канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Цахи Бравермана, а также смартфона новоназначенного посла Израиля в Великобритании. По утверждению хакеров, в их распоряжении оказались переписка, финансовые данные и иные конфиденциальные материалы, часть которых планируется обнародовать в ближайшее время. Отдельно подчеркивается, что массив информации может содержать компрометирующие сведения, касающиеся ближайшего окружения главы израильского правительства. Согласно заявлениям Хандала, наблюдение за смартфоном Бравермана велось в течение длительного времени, что позволило собрать документы, контакты, аудио и видеоматериалы, а также фото как самого Бравермана, так и Нетаньяху. По ряду утечек утверждается, что анализ этих данных способен пролить свет на возможные коррупционные связи внутри политического и административного круга премьер-министра. В результате одного из сливов были также раскрыты личности охранников главы правительства Израиля, что автоматически переводит инцидент из плоскости информационной войны в сферу прямых рисков безопасности. Дополнительный резонанс вызвало заявление хакерской группировки о наличии видеоматериалов с участием иностранных дипломатов, аккредитованных в Израиле. В частности, было опубликовано видео с послом России, в котором он произносит фразу «Россия и Израиль – друзья». Данный эпизод мгновенно разошелся по региональным и международным медиаплощадкам. При этом официальных подтверждений подлинности записи со стороны израильских властей на момент публикации не последовало, что лишь усилило информационный эффект. На этом фоне параллельно разворачивается еще более чувствительный сюжет, связанный с Восточной Африкой. Турецкие СМИ, ссылаясь на израильскую газету «Едиот Ахронот», сообщают, что Израиль рассматривает план депортации до 1 миллиона палестинцев на территорию Сомалиленда. По данным издания, Нетаньяху якобы добился принципиального согласия Сомалиленда на прием палестинцев еще до принятия решения о возможном признании этой территории со стороны Израиля. Отмечается, что вопрос депортации вписывается в более широкую политическую договоренность, напрямую связанную с международным статусом Сомалиленда и его будущей легитимацией. Именно этот аспект вызвал резкую реакцию со стороны Ирана и ряда мусульманских стран, которые выступили с совместным осуждением признания Сомалиленда Израилем, назвав такие шаги нарушением суверенитета Сомали и норм международного права. Примечательно, что участники соглашения Авраама, ОАЭ, Бахрейн и Марокко ожидаемо воздержались от каких-либо публичных комментариев, предпочтя не вмешиваться в потенциально токсичную повестку. Резкое политическое предупреждение по этому поводу сделал бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, заявив: «Ни на секунду не думайте, что то, что Израиль начал в Сомалиленде, ограничится только Сомалилендом. Этот проект разрабатывается очень давно. Их цель – создать зависимое от Израиля государство-сателлит на выходе из Аденского залива и Красного моря, окружив с одной стороны Турцию, Египет и Саудовскую Аравию, а с другой – Йемен, где они спровоцируют новую гражданскую войну. Но знаете, что самое главное? Они намерены переселить в Сомалиленд палестинцев. В этом суть их секретного соглашения. Теперь мы должны бороться против этого с предельной решимостью и упорством», подытожил бывший турецкий дипломат. На этом фоне в самом Сомалиленде часть населения воспринимает перспективу признания наивно, рассчитывая на инвестиции, развитие туризма и сельского хозяйства. Однако в региональных элитах все громче звучит мнение, что реальным итогом может стать новая война и превращение территории в элемент чужой геополитической архитектуры. Параллельно с африканским треком Израиль усиливает давление и по иранскому направлению. По информации турецких СМИ, израильское армейское радио сообщает, что на предстоящей встрече в США Биньямин Нетаньяху намерен заявить президенту Дональду Трампу, что Израиль не согласится на переход ко второму этапу перемирия в Газе без полного разоружения Хамас. Более того, премьер-министр Израиля планирует обратиться к Трампу с просьбой дать согласие на возобновление ударов по Ирану, что указывает на попытку перевести противостояние в более открытую фазу. Ответные сигналы из Тегерана звучат предельно жестко.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил: «Иранские вооруженные силы сильнее и гораздо лучше подготовлены, чем до 12-дневной войны, несмотря на все давление и санкции в отношении нашей страны». Он также подчеркнул: «Мы находимся в состоянии тотальной войны с Америкой, Израилем и Европой. Они не хотят, чтобы наша страна могла стоять на собственных ногах», — подытожил президент. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя войну с Израилем в июне 2025 года, раскрыл закулисные детали дипломатического давления. В первые дни войны они посылали сообщения и использовали посредников, призывая нас к переговорам. Они писали в Твиттере о нашей безоговорочной капитуляции. Под руководством и с мудростью Рахбара мы выбрали сопротивление. Мы выбрали мученичество. На 12-й день американцы прислали сообщение, в котором говорилось, что Израиль прекратит военные действия с 4 часов утра, и попросили, чтобы мы тоже прекратили. Всего за 10 дней безоговорочная капитуляция превратилась в безоговорочное прекращение огня. Почему? Из-за нашего сопротивления, из-за нашей непоколебимой решимости, подытожил иранский дипломат. В иранских экспертных и околовластных кругах все чаще звучит тезис о неизбежности второго раунда ирано-израильского конфликта. Подчеркивается, что если бы Израиль был способен нанести Ирану решающее поражение, это было бы сделано еще в июне. Однако масштабы и последствия ответных ударов Тегерана, информация о которых продолжает поступать дозированно, явно не соответствовали ожиданиям Иерусалима. По этой логике Иран сделал выводы, провел масштабную работу над ошибками, от чисток агентурных сетей до усиления военной составляющей, и вступление во второй раунд обещает быть значительно более жестким и разрушительным. На фоне этих процессов дестабилизация нарастает и в соседней Сирии. Сирийское информационное агентство САНА сообщило, что в Латакии в результате атак, совершенных остатками режима Асада против сил безопасности и мирных жителей, погибли 3 человека, еще около 60 получили ранения. В прибрежных городах Латакия и Тартус, а также в ряде других населенных пунктов, прошли антиправительственные протесты по призыву алавитского шейха Газаля Газаля. Столкновения между алавитскими протестующими и сторонниками властей сопровождались избиениями, камнеметанием и стрельбой в воздух, а точное число пострадавших до сих пор остается неизвестным. Дополнительное напряжение создают и внутренние заявления внутри самого Израиля. Министр по делам диаспоры Амихай Шикли выступил с резкой атакой в адрес Катар, заявив: «Я категорически отвергаю признание Катара государством. Катар – это не государство, а семейная корпорация». По словам министра, так называемые успехи этой структуры являются результатом подлого подкупа и коррупции. Это мафиозное образование, которое финансирует терроризм и кровопролитие, а также экспортирует на Запад исламистскую идеологическую обработку, подытожил Амихай Шикли. Параллельно внутри страны сохраняется высокий уровень социального напряжения. В пустыне Негев бедуины забросали камнями кортеж министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, что стало еще одним симптомом растущей фрагментации и внутренней нестабильности на фоне внешнеполитических кризисов. Все эти эпизоды, от хакерских атак и утечек данных до африканских и ближневосточных проектов, от иранских ультиматумов до сирийских беспорядков, складываются в единую картину ускоряющегося регионального сдвига, где информационная война, силовое давление и дипломатические комбинации становятся элементами одного большого процесса, последствия которого выходят далеко за пределы отдельных государств. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на Reg-News, чтобы оставаться в курсе ключевых геополитических процессов в мире и на Ближнем Востоке.